А сегодня приглашаю вас на выставку. Выставка Super Toys искусство внутри работает сегодня последний день. Ну вот у меня получилось забежать и перед закрытыми практически дверями сделать для вас небольшой рассказ о том, что это такое за выставка. Это вторая выставка в этой серии. Первая была в 2024 году представлена в Санкт-Петербургской галерее Arts Square Gallery. Она проходила что-то месяца 4, наверное, да, и практически тот же самый состав работ, за исключением чего-то новенького, был привезен в Москву. И с осени прошлого года, 25 по, соответственно, конец марта 26 года эта выставка проходила в ДК «Кристалл», вновь открытом, реновированном пространстве, которое поместил в себя эту выставку. И потихонечку мы с вами по этой выставке сейчас пойдем и посмотрим, из чего же она состояла. Итак, наш самый первый зал, такой мрачный и очень респектабельный, скажем так. Он респектабелен во всех смыслах, как с точки зрения дизайна помещения, так и с точки зрения культурных артефактов, которые в нем расположены. Самое главное и основное, с чего можно начать, это одно из немногих, или, по-моему, даже единственные фигурки, произведенные в 20 веке. Это самые первые компанионы американского граффити, в прошлом граффити автора Брайана Доннелли, известного по никнеймам Коз. В 1999 году вместе с компанией Bounty Hunter и Real Mad Hectic они сделали релиз вот этих вот троих ребят. Тираж каждого из них 500 экземпляров. И, соответственно, сейчас это один из главных культурных раритетов нашего маленького движения. Вообще в этом зале все, что есть, это японские в основном работы или японские производители. Помимо баунти-хантеровских релизов, которые мы уже посмотрели, здесь есть Bearbrick Neighborhood, один из первых, который был произведен, а также работы Костаса Селемейтиса. В центральной витрине работы Такаши Мураками, его культовые персонажи Кай-Кай и Кики, вот они здесь двое представлены, и Мистер Доб, который был произведен для фестивалей под названием Комплекс Кон. Он совершенно в разных вариантах. Есть тот, который вот со щупальцами здесь, потом Мистер Доб, который вот с той стороны у нас в виде такого своего более иконографичного изображения в виде шара с смешными ушами. Вот эти хромированные персонажи — это коллаборации японского художника Хадзими Сараяма, взрослого мужчины 45-го года рождения, с брендом Medicom Toy, а здесь не только с Medicom Toy, но и с тем же самым Брайаном Доннелли. Они сделали персонажа Companion только в стиле Хадзими Сараяма. Хадзими Сараяма или Хаджима Сараяма, он интересен тем, что с 80-х или даже с 70-х годов в искусстве аэрографии преуспел и изображал таких красивых сексуальных роботов гуманоидного типа женского пола. Еще интересный релиз у него был — это дизайн для робособаки Эйбо, которую компания Sony произвела, в конце 90-х, начале 2000-х. Еще один культурный артефакт, достаточно важный, как мне кажется, для нашей маленькой сцены, это маска, произведенная к выставке компании Bounty Hunter, которая в прошлом году праздновала свое 30-летие. Сделал его Шинсуки Такизава, это фронтмен бренда Neighborhood. Он к выставке 30-летия Bounty Hunter создал такую маску. Это маска, которую можно снять и надеть на себя, я не буду трогать это. Было бы кощунством. Сигнатурный персонаж Bounty Hunter, который называется Skull Kun, такой человек-монстр-череп. Мы его дальше еще увидим в нескольких местах на этой выставке. Собственно, это маска Центурион, выполненная из металла, очень характерна для бренда Neighborhood. Пойдемте дальше смотреть на Бербриков. Второй зал экспозиции посвящен платформе Bearbrick японской компании Medicom Toy. Сейчас я коротенько коснусь их главного продукта, вообще того, из-за чего они известны больше всего на нашей игрушечной сцене, да и в мире вообще, потому что это уже культурный артефакт, известный не только в среде коллекционеров и почитателей дизайнерских игрушек. Итак, в
в 2002 году компания Medicom Toy, которая с 96 или даже 95 года производила игрушки, придумала очень интересный подход. Она реализовала такую платформенную реализацию игрушечных персонажей, которые с единым телом могут быть по-разному совершенно раскрашены. У них было много-много разных подходов. У них есть платформа Кубрик, была платформа под названием Babe Cube, это такие маленькие человечки с большими головами, но наиболее популярной и известной стала платформа Berbic, которая изначально была придумана для реализации промо-образцов для японских брендов, которые продают газировку или чипсы. Вот. Но впоследствии они развили это направление настолько широко, что теперь нет ни одного бренда, ни одного известного медиа-проперти, то, что называется, который не выпустил бы своего Бербрика. И здесь очень интересный эффект. Как я для себя это определяю, Berbic стал для Medicom Toy такой скажем так, моделью джентрификации. То есть они, по сути, создали себе некое пространство пустое в виде вот этой вот болванки, такого мишки пузатенького, вот, и стали насыщать его смыслами. Сначала на платформе появились художники, точно так же, как заброшенные фабрики и заводы обрастают мастерскими и клубами. Вот. После этого различные бренды, в первую очередь молодежные, там, стритвер тематики, стали коллаборировать с Medicom Toy для того, чтобы свою культуру привнести в это. После уже более именитые бренды, а также различные медиа-проперти стали вместе с Medicom Toy производить, еще раз повторюсь, культурные артефакты, которые бы на платформе Berbic трансформировали бы их персонажей. Все было бы ничего, если бы компания Medicom Toy, достигнув такого уровня, могла бы, в принципе, отсечь длинный хвост под названием общение с художниками и коллаборации какие-то, да, но тут же моментально они бы растеряли свою значимость как культурного артефакта и стали бы просто платформой для производства мерча, примерно как этим стали фанк и поп. Но компания Medicom Toy гениальные ребята, они все делают правильно и красиво. Соответственно, без художников эта платформа не работала бы, но одновременно без брендов и крупных коллабораций эта работа была невозможна тоже, потому что они друг друга подкрепляют. Художники приносят культурный контекст и значимость, а бренды приносят видимость для широкой аудитории и привлечение новой крови к нашему с вами прекрасному течению. Итак, что еще интересно, то, что платформа абсолютно демократична, она представляет одинакового размера фигурки для коллаборации с совершенно разными, разномасштабными, скажем так, деятелями искусства. Например, вот здесь два этих Бербрика — это Devil Robots, чудесный японский коллектив, а Шока Наказава, вот это вот белое, такой полупризрак, полукто-то, помещенные рядом с громкими и яркими именами, брендами Nike, с работами Энди Уорхола и так далее. Они, с одной стороны, заявляют о собственной значимости, с другой стороны, дают такой эффект современности и правильности тому, что здесь происходит. Я сам большой и давний коллекционер Бербриков. Первый блайндбокс я открыл году, кажется, в 2003. Но смысл в том, что для любого коллекционера с любым количеством свободного пространства и с любой глубиной кошелька Medicom Toy представляет совершенно замечательное увлечение, к которому можно присоединиться. Этот маленький зал посвящен временным экспозициям. И сейчас, в самом конце этого мероприятия, мы видим то, что Микки Маусом посвящен рассказ того, что здесь происходит. Это художественные интерпретации всеми узнаваемого персонажа, которому уже почти 100 лет, Микки Мауса, сделано совершенно разными художниками. Как правило, это не лицензированные Диснеем работы, за исключением, может быть, вот этого иконографичного, надетого в паттерн Beth and Ape Микки Мауса, произведенной компанией Medicom Toy. Все остальное — это такие оммажи, комедийные скетчи и просто комментарии через узнаваемый образ Микки Мауса современной коммерческой действительности. Самые разные авторы здесь представлены, самые разные отсылки. Условно, здесь витрувианский человек, здесь распальцовка LA, но в виде
Микки Маусовских перчаток. Здесь есть Скул Кун, но только с ушками. Вот этот вот баунти-хантеровский персонаж, маску которого мы недавно видели. Ну и работа Рона Инглиша, Родан Грин, на которого мы подробнее посмотрим на втором этаже этой выставки. Очень часто авторы, работающие в сфере арт-тойс, обращаются к уже существующим проперти и известным персонажам. Иногда это происходит лицензированно, чаще всего нет. Вот. Но, тем не менее, все, что вдохновляло нас в детстве, все, что радовало когда-то раньше, становится таким материалом для работы современных художников. Мне этот подход не очень близок, я предпочитаю персонажей оригинальных, но, тем не менее, то, насколько много и разнообразно таких переработок в этой сфере существует, мы еще с вами сегодня не раз убедимся. Поднимаясь на второй этаж, нас встречает персонаж Аицу. Это еще один сигнатурный, то есть основной персонаж в творчестве токийского коллектива Punk Drunkers. Выпускает в совершенно разных вариациях. Вдохновлен его основной элемент, вот это вот то, что на руке надето, аниме под названием Space Adventures Cobra. Про такого космического авантюриста по имени Кобра, а то, что у него левая рука, это называется психоружье. Вот. Если не видели такое аниме, посмотрите, оно совершенно крышесносное. Ну и в окружении этого персонажа мы видим граффити Вани Кросса, который специально для этой выставки раскрасил здесь все для пущей красоты. Этот зал очень разнообразен по своему наполнению. Начнем мы с первого и одного из ключевых авторов на этой выставке вообще, еще один культурный якорь, назовем его так. Это гонконгский художник Майкл Лау, который один из первых начал делать дизайнерские фигурки в своей собственной мастерской, и который стал основоположником такого громкого стиля под названием Urban Vinyl. В наших передачах мы его регулярно упоминали несколько раз, как с точки зрения стилей, один из которых он, в общем-то, придумал, так и его скульптурная работа была отображена. И здесь самые разные персонажи из совершенно разных эпох, скажем так, его собственного творчества. Здесь представлена серия Gardeners или серия Crazy Smiles, как еще некоторые персонажи из них называются. Это фабрично произведенные, уменьшенные, такие гротескные копии 12-дюймовых персонажей, которые он делал, как я уже говорил, в своей мастерской в середине 90-х годов. А дальше коллаборации с разными брендами и авторами. Здесь у нас фотограф Гам-Гам-Гам Элекс, здесь Slam Hype в виде логотипчика, одни из стилизованных персонажей Майкла, а здесь герои «Звездных войн», выполненные в его узнаваемом стиле. Ну и одна из них, из его наиболее ранних работ, представленных здесь, это вот этот вот Джанки с собачкой. Один из главных авторов, который, к сожалению, практически перестал делать игрушки, перешел в привычное ему fine art направление. Он выставляется очень часто в Гонконге и на прочих ярмарках современного искусства как узнаваемый и яркий художник. Рядом с Майклом Лау совершенно не похожий на него Джо Ледбеттер. Его фигурки — это такая калька или копия, или очень хорошая интерпретация его художественных работ, которые яркие, узнаваемые, и, поглядев на его фигурки, увидев его работы, можно точно сразу сказать, кому принадлежит авторство. То есть это такие яркие объемы с черными острыми контурами. Его наиболее ранние работы, первый вот этот вот Fire Kitty, Fire Cat и вот этот вот Snow Bunny, были произведены в середине ранних 2000-х компанией Witchy Witch Studios, которая больше, к сожалению, не работает. И они, как мне кажется, наиболее характерны и наиболее похожи то, как выглядит его работа. Следующий автор — филиппинский граффитчик Quix. Характерно и интересно в этих стендах посмотреть, как один примерно одинаковый образ может быть интерпретирован самыми разными производителями в совершенно своих собственных техниках. Да, то есть здесь есть как сугубо виниловые, грубые, такие одутловатые формы, так и детально проработанные, очень подробно реализованные виниловые бюсты и скульптуры, а также есть 12-дюймовый на базовом теле сделанный вот этот вот роботик, ну а также стилизованный совсем уже
практически до неузнаваемости его коллаборация с Hello Kitty, а также вот такой вот призрак платформенный, выполненный в его стиле. Стиль, в котором работает художник, он называет Bullet Punk. Это такой стремительный кибернетический, я не знаю, кто это то ли робот, то ли человек в каком-то костюме, но, по всей видимости, через эти коллаборации и свои собственные переосмысления этого персонажа он как-то открыт к интерпретациям, поэтому, в принципе, истории персонажа никакой нет, можно по-своему рассказывать эту историю так, как вам захочется. Следующая полка у нас достаточно эклектична. Medicom Toy работает с компанией, которая лицензирует образы Бэнкси и производит их в виде фигурочек. Тем, кто любит Бэнкси, наверное, это будет интересно. Бэнкси у нас недавно был деанонимизирован. Посмотрим, как будет развиваться его карьера. Но, тем не менее, какие-то лицензированные, тиражные образцы его работ, скульптурные, они в виде картиночек, можно посмотреть вот на этом стенде. А рядом находится выпущенный к 95-летию мультика скульптура Папа и моряка, выполненная Даниилом Ядом, с которым мы с вами уже успели познакомиться. Это его работа. В этом зале у нас еще одна платформа, на этот раз американская. Называется она Данни, производителя Kidrobot. Платформа практически уже мертва. Компания Kidrobot, к сожалению, сейчас переживает не лучшие времена. Данни она практически не выпускает, а больше сосредоточена на лицензировании уже известных персонажей, но в середине 2000-х, начале 10-х это была одна из самых главных платформ, которая привела на нашу с вами сцену огромное количество новых авторов. Они как производили фабричные образцы, представленные здесь, так и кастомизировали. Про кастомайзинг мы поговорим немножко попозже, но здесь, скажем так, очень хорошая подборка, моему сердцу особенно близкая, потому что в момент работы магазина «Луноход-1» мы привозили очень много самых разных Даний, и где-то половина представленных здесь – это то, что мы когда-то продавали здесь у нас в Москве и в России. И эта платформа – это такой, скажем так, памятник, и все, что здесь расположено, да, это такой памятник ранней западной сцены, первых релизов тех авторов, которые сейчас известны по всему миру, а также вот этой вот энергии, которая, разлившись из Японии, из Гонконга, захватила после этого весь мир. Про историю дизайнерских игрушек у меня будет отдельный сюжет, и платформа Данни занимает там достаточно крупное, важное место. Следующий зал посвящен работе бренда Tokidoki и главного художника этого бренда Симона или Саймона Линьо. В середине нулевых лос-анджелесский бренд Tokidoki начал с того, что с графикой Симона или Саймона, извините, точно не знаю, как его зовут, он итальянец, возможно, как-то еще по-особенному произносится его имя, стал производить с графикой Саймона одежду, сумки, какую-то косметику. В общем, очевидно, что с такой яркой палитрой, с такими кавайными образами этот бренд больше ориентирован на женскую аудиторию. Ну и параллельно с производством всякой галантереи они стали производить игрушки тоже. Сначала в коллаборации с брендом Strange Co., таким именитым сан-франциским производителем, который, к сожалению, закончил свое существование. Вот, так и впоследствии самостоятельно. Наиболее узнаваемые образы — вот эти вот единорожки-пегасы, тиражированные просто в бесконечных количествах, а также много-много разных других маленьких приятных персонажей. В этом разнообразии можно отметить нескольких очень ярких, мне кажется, релизов. Во-первых, это маскот Ватикана по имени Лючи. Вот эта девочка Лючи в переводе с итальянского свет. Это такая девочка-миссионер, которая несет свет христианской религии всюду, где ее пока еще нет. Возможно, так. Еще интересна коллаборация Tokidoki вместе с брендом Чика Рока. Это темные двойники Кроши и Ежика из смешариков, которые стали дизайнерскими игрушками. И бренд Tokidoki произвел с ними очень интересную, яркую, разнообразную коллаборацию в разных форматах. Здесь они все представлены. Вот еще интересно то, что Tokidoki, а также Саймон нарисовали стилизованную фигурку Карла Лагерфельда, и фигурка не попала в открытую продажу, она больше распространялась по магазинам, бутикам, а также была подарком друзьям этого бренда. Ну и пойдемте дальше.
Здесь у нас рыбный ряд, или, как говорят в Гонконге, мокрый рынок, работы гонконгского автора Чайна Лэма. Не так много что могу сказать, но очевидно, что это какие-то очень яркие, приятные рыбные образы. Мигура сенпай — это вот тунец потрошенный, а также вот те вот чудеснейшие лобстеры. Немного что могу про него рассказать, но образы совершенно яркие и замечательные. В этом зале еще одна работа с узнаваемым образом. Здесь Макдональдс и его Рональд Макдональд, который переосмыслен самыми разными художниками. Просто заимствована цветовая гамма, тема фастфуда и комментарии на этот счет авторский совершенно разнообразны. Этот комментарий не такой комплиментарный, как в сторону Мики. Мики все-таки красавчик и молодец. Ну, а какой может быть комментарий по отношению к Макдональдсу, очевидно, да? Холестерин засоряет вены, упаковка засоряет природу. В общем, только озлобленные и саркастические комментарии могут быть на этот счет. Авторы, опять же, совершенно разные. Азиатские, американские, европейские. Наиболее яркий, на мой взгляд, здесь пример. Вот там вот он в самом дальнем углу находится. Это работа Рона Инглиша «Мак Super Size», который одновременно послужил афишей для фильма Super Size Me, который вышел чуть ли не 20 лет назад. По необъяснимой для меня причине авторы и девушки на нашей сцене крайне редки. Соотношение, наверное, 1 к 3, может быть. И этот зал посвящен работам лос-анджелесской художницы Аманды Визел. Ее работы характеризуются такой иронией, наверное, да, какой-то очень легкой, простой графикой. Она работает с сухой кистью. На всех ее работах видны вот эти вот узнаваемые штрихи, какие-то детали, которые кисточкой вырисовываются, и совершенно неважно, из чего выполнена работа – винил, литьевой пластик или дерево, керамика. А всюду это характерная ее художественная особенность узнается. Интересно, что для производства на фабрике она крайне тщательно и щепетильно создает вот эти вот печатные маски, при помощи которых наносится изображение на виниловую болванку. И поэтому отличить работу, выполненную руками, или работу, выполненную на фабрике, практически невозможно, потому что она с одинаковой тщательностью относится как к одному, так и к другому способу реализации ее идей. Кажется, ее работы говорят сами за себя. Мне они напоминают работы ранних диснеевских художников, таких как Мэри Блэр, например. И Аманда тоже с компанией Disney сотрудничала. Вот поэтому, скажем так, в ее руках продолжается история более чем 100-летняя лос-анджелесской калифорнийской школы минималистичной красоты. Этот зал посвящен творчеству немецкого дуэта Coors Toys. Это такой очень интересный коллектив, который переживает трансформации практически в прямом эфире, потому что каждая новая их коллекция, каждая новая их скульптурная композиция — это что-то совершенно неожиданное и интересное. Команда переизобретает сама себя. Она, в принципе, стартовала как дуэт. После этого к ним присоединился третий участник, который отвечает за сторителлинг, за рассказ историй. Каждый раз это какие-то совершенно необъяснимые легенды. Здесь мы можем увидеть работы, связанные с какими-то образами кошмаров, снов, галлюцинаций, в которые попадают их постоянный персонаж по имени Нуб. Это вот этот вот мальчик. Вместе с появлением новых персонажей меняется и цветовая гамма. Если раньше она была приглушенная, сероватая, темная, обесцвеченная, сейчас это, наоборот, какие-то красивые градиенты, как вот, например, у Ганеш, который находится напротив меня. Но сейчас на их сайте можно посмотреть их коллаборацию с компанией Mattel, которая праздновала недавно свою годовщину. Там есть совершенно замечательная серия работ, посвященная Хи-Мэну и Скелетору. Этого персонажа представлять не надо, тем более, что на нашем канале уже был рассказ о Лабубу и ее авторе Кассин Ланге. Но никак нельзя пройти мимо этого зала. Он милый, прекрасный, замечательный. Для меня он особенно дорог тем, что здесь не так много персонажей, произведенных поп-март по лицензии Кассин Ланге и How to Work, а в основном персонажи, произведенные
компании How to Work еще до того, как весь мир узнал о Лабубу. За моей спиной коллаборация, о которой мы уже как-то говорили, работа Такуджина вместе с Кассин Лангом, Лабубу в костюме Рангеас или Ранжеас, как-то так. Подробно этого персонажа, этого автора мы уже разбирали, поэтому просто посмотрите на образцы и пойдемте с вами дальше. Фигурки на таких интересных подвесных стендах — это работы японской компании Instinct Toy, их главного автора и хозяина Хирота Акубо. Это два ключевых персонажа, которые посвящены такой теме эродирования или растворения одного в другом. Главный персонаж — это Маки, такой мишка, и у него всегда за спиной живет Ликвид. Это такой зубастый странный то ли инопланетянин, то ли кто-то, который этого мишку растворяет и превращает в такое кристаллизированное странное нечто. Вот вообще тема эрозии, вот этого, я не знаю, как правильно сказать, разложения, трансформации в каждом персонаже этой компании заложена. Обязательно этот ликвид присутствует где-то. То есть он либо вот здесь у него за спиной, вот у этого Маки снежного тоже он здесь присутствует с такими блестящими глазками. У коллаборации с Молли тоже он облепил ее корону со всех сторон. В общем, ребята придумали такой очень интересный ход, который проходит через все их творчество. Компания производит как своих собственных персонажей, так и в коллаборации вместе с такими компаниями, как PopMart и многими другими. В году, кажется, в 2014 с Хирота Акубо я делал небольшое интервью. Вот оно лежит у меня в блоге Луноход 1, ссылку я положу в описании. Эти персонажи это такой яркий образец японского дизайна, при этом находящийся немножечко в сторонке. Он не использует японскую минималистичность и скромность, а работает с какими-то совершенно другими нотами, очень интересно и разнообразно. Самый темный зал нашей выставки посвящен двум авторам. Один из них — это Брюс Уистлкрафт, известный под никнеймом Доктор Эй, вот эти вот викторианские персонажи, и азиатский автор Сэнк. Они не похожи друг на друга, работают совершенно в разных стилистиках, но почему-то кураторы и авторы выставочных экспозиций решили их объединить вместе, и что-то в них такое интересное, мне кажется, перекликается. Доктор Эй, как видно, вдохновлен викторианской или, как еще принято говорить, стимпанковской стилистикой. Все его работы обладают этим необычным таким стилем, то есть все они работают на правой тяге, все в клепках, заклепках, скрепках каких-то. Это какие-то роботы-механоиды или люди, которые себя модифицировали, став такими викторианскими киборгами. Рассказать про это, надеюсь, сможет он сам, потому что очень хочется взять с ним интервью. Я думаю, что в этом году мы это обязательно сделаем. Вот. Он работал с самыми разными производителями и продюсерскими компаниями, но самые яркие и интересные персонажи, которых он произвел, он сделал самостоятельно. Вот здесь есть один из образцов, которого зовут Эльвуд Баркер. Это такой робот с каким-то безумным ученым, которым он управляет. Мне посчастливилось, Брюс сделал двух моих персонажей в своем собственном стиле. Один для выставки Reimagining Moonfox, а один просто по собственному велению души. Здесь также есть данни, выполненные Брюсом в самые разные годы. Видно, что базовая форма им была переосмыслена, но при этом вот эта вот механическая, роботическая, железная стилистика легла на эту органическую, такую органичную, мягенькую платформу достаточно хорошо. Так что про этого автора мы еще обязательно поговорим, пока посмотрите его чудесные работы. Про следующего автора, к сожалению, много вам не расскажу. Автор выступает под никнеймом Сэнк. Его образы, на мой взгляд, отображают собой какое-то детское одиночество. Он прячет персонажа за водолазным шлемом, выдыхаемый им воздух здесь превращен в такое крыло, то есть, видимо, какие-то есть поэтические ассоциации с этим связаны. Ну и вообще, глядя на его разнообразные, совершенно уникальные и качественно выполненные работы,
хочется его пожалеть, погладить по голове, потому что какие-то они все у него очень молчаливые, одинокие, задумчивые, с какой-то невыраженной, не проявленной какой-то тревогой или обидой или горем каким-то. Поэтому будем надеяться, что все в его жизни хорошо. Посмотрим на уголок Рона Инглиша. Это взрослый мужчина из города Нью-Йорк, один из самых первых стрит-арт художников вообще. Да и как поп-арт художник он отметился со своими совершенно замечательными живописными работами. А здесь представлены два его основных таких корпуса работ. Первый — это Green, то, что здесь у нас есть, это такая неистовая улыбка, которая расходится настолько сильно, что виден череп. И с этим методом он переработал огромное количество персонажей. Здесь у нас и смайлик Джоконда, и Будда. В общем, огромное количество переработанных автором персонажей, на которых он вот этот свой грин улыбающийся натянул. Вот. А рядом совершенно замечательная серия. Это маскоты и персонажи американских упаковок с хлопьями, которые все дети с удовольствием ели и едят на завтрак. Соответственно, здесь его художественный комментарий на тему того, что все эти хлопья, как правило, покрыты толстым слоем сахара или сахарной глазури. Ну и, соответственно, если их употреблять каждый день на протяжении всей жизни, то персонажи, которые веселые, радостные, на коробочках изображены, становятся толстыми, неуклюжими и такими пародиями самих себя. Он взял каждого из персонажей популярных производителей типа Kellogg's и изобразил в своем таком гротескном комедийном стиле. Один из самых узнаваемых его персонажей — это Mac Supersize, который мы уже с вами видели, который был произведен тоже в огромном количестве самых разных вариантов. В общем, автор продолжает с помощью своего творчества комментировать консюмеризм и потребительское отношение ко всему на свете. Творческий метод Джейсона Фрини узнается с первого взгляда. Он работает с так называемой dissected эстетикой, когда он рассекает персонажа пополам, показывая, что же у него там находится внутри. Как видно, он поработал с самыми разными популярными и не очень образами, поработал с самыми разными компаниями. Единственное, что кажется мне в этой стилистике, он немножечко застрял. То есть он совершенно потрясающий скульптор и творческий человек, но при этом сидит очень долго на одной и той же теме. Понятно, что она его кормит, понятно, что это наиболее востребованный его образ. Вот, но кажется, можно было бы попробовать что-то новое. Мы, поклонники его творчества, были бы ему за это благодарны. Фрэнк Козик, умерший в 2023 году, один из главных авторов дизайнерских игрушек, пришедший на эту сцену в 2001 году, когда сделал вместе с компанией Bounty Hunter, которую я сегодня уже упоминал, персонажа по имени Smorkin' Labbit. Вот он здесь представлен. Это, понятно, не оригинальный персонаж, сделанный с Bounty Hunter, а это уже последующая его интерпретация, сделанная с компанией Kidrobot в огромном количестве разных интерпретаций. Фрэнк Козик был очень ёмким, трудолюбивым, открытым и щедрым человеком. Мне повезло быть знакомым с ним лично. Я был в его мастерской, которую мне предоставил для реализации выставки, которая, к сожалению, не состоялась. Он оставил после себя огромное наследие. Это и дизайн постеров, это и дизайн для фигурок, это огромное количество вышедших образцов для производства своих игрушек. Он работал, по-моему, со всеми производителями, которые вообще существуют. Никому он никогда не отказывал, всегда с удовольствием вступал в различные затеи. Какое-то время он работал креативным директором компании Kidrobot, которую мы уже упоминали. Ну и как-то на своем творческом взлете, к сожалению, жизнь его оборвалась. Совершенно потрясающий, самобытный автор. Я надеюсь, что про него я сделаю когда-нибудь специальный, эмоциональный и открытый рассказ. Коз или Брайан Доннелли, которого мы упоминали уже в самом начале нашей экскурсии, до недавнего времени был одним из самых востребованных и популярных авторов.
Он начинал свою работу в конце 90-х годов как граффити-художник и стрит-артист, после чего он, как я уже сказал, в 99-м году создал компанию своего персонажа в виде дизайнерской фигурки, и после его карьера пошла в гору. Он работал как поп-арт художник, он создал совместную компанию вместе с Medicom Toy, где они производили одежду и игрушки, которая называлась Original Fake. Он создал и выпустил огромное количество вот этих самых компаньонов, своих персонажей. Он создавал огромные скульптуры, у него были коммерческие коллаборации с самыми разными производителями и брендами. Но, кажется, в какое-то время назад он немножечко перегрел как свою фэн-базу, как и то количество релизов, которое выходило совершенно неконтролируемо и в бесконечном множестве, и то количество фейков, которое производилось, за которым невозможно было угнаться и контролировать. В общем, одно на другое насложилось, и, кажется, он выжег абсолютно все пространство своими работами, им они произведены или нет. Глядя на то, что с ним происходит и с его наследием происходит сейчас, глядя на это, честно говоря, сердце кровью обливается. Здесь представлены работы самых разных лет, начиная с самых ранних, заканчивая поздними релизами. Я, честно говоря, в них уже немножечко путаюсь. Но наиболее интересный, как мне кажется, период его творчества был связан с коллаборациями с самыми разными авторами. Здесь у нас есть релиз с художником по имени Passhead. Его скульптуру сделал скульптор Cosmo Liquid, которого мы уже упоминали в рассказе о льве Mongo Lion. А также компания Wonderwall, которая работала над его бруклинским офисом, а также над магазином Original Fake, который они совместно запустили с компанией Medicom Toy. На примере фигурки Брайана Доннелли Companion можно показать такое направление в мире дизайнерских игрушек, как кастомизация или кастомайзинг. В чем состоит его суть? Берется фигурка любая, известного персонажа, не очень известного, и на ее базе художник или автор создает что-то в своем собственном стиле. То есть добавляются различные скульптурные элементы, раскрашиваются собственные стилистики, придумывается персонажу какой-то, может быть, другой характер, какая-то другая история на него наслаивается, но базой остается фабрично произведенная фигурка совершенно другого автора. Сейчас это направление потихонечку умирает, потому что доступны средства 3D-моделирования, 3D-прототипирования, и проще сделать своего собственного персонажа, чем кастомизировать существующего. Но если вы, например, владеете искусством лепки или ручной скульптуры, если вы умеете работать красками, то прежде чем создавать свои собственные скульптуры, можно потренироваться на работах чьих-то еще. Поэтому кастомизация как была, так и остается достаточно важным и интересным направлением в мире дизайнерских игрушек и дала путевку в жизнь многим авторам, о которых мы в том числе сегодня разговаривали. Такие авторы, как Quix из Филиппин, Брюс Уисселкрафт, Хак Джи и прочие, начинали именно как авторы-кастомайзеры. То есть они брали чужие формы, создавали за них что-то свое, увлеклись и втянулись, и так стали самостоятельными, известными, популярными авторами. Гэри Бейзман, художник из Лос-Анджелеса, яркий представитель движения Lowbrow, о котором мы говорили в видео о 10 стилях. Гэри очень плодовитый тоже автор. Он большой подвижник движения художественных игрушек. Он производился с самыми тоже разными производителями, которые что-либо делали. Его персонажи, они не только представлены в виниле, но еще он постоянно их изображает в своих работах. У каждого из этих персонажей есть какая-то своя собственная история. Например, демоны Хот Ча-Ча-Ча, они занимаются тем, что воруют нимбы у ангелочков. Этот Арху или Аврху, как так называется, он голоден до внимания и улыбается, и поэтому постоянно, но если он не получает от вас своего внимания, он начинает царапаться и кусаться. Поэтому у каждого из персонажей есть какая-то своя маленькая история. Тоби, его главный, опять еще раз скажу, сигнатурный персонаж, это его вообще альтер-эго, и он при помощи этого персонажа путешествует по своим художественным полотнам и приобщается к тому миру, который сам придумал.
Гэри Бейзман несколько раз был в России, рассказывал о своем творчестве, знакомился с местной публикой. Вот он такой достаточно веселый и интересный человек. Повторюсь, он очень-очень плодовитый автор. И на его сайте вы можете на часы залипнуть, разглядывая то, как много всего и интересного он придумал и завернул. Его выставки всегда это тотальные инсталляции с костюмами, переодеваниями, какими-то яркими находками. Поэтому, если у вас будет свободный часок, обязательно познакомьтесь с работами этого автора поподробнее. Ну, а здесь у нас русские авторы. Я намеренно не буду рассказывать про этот зал, не потому что нечего, а потому что эти художники заслуживают отдельного разговора, тем более, что они наши с вами сограждане и, что самое главное, современники. И рассказ должен быть не экскурсионного формата, а полноценной беседы, где можно показать процесс, рассказать историю, понять, откуда берется то самое вдохновение. Так что пока вы посмотрите работы, а я хочу поблагодарить всех авторов, гостей выставки, организаторов, компанию МТС Лайф, галерею Триумф, лично Илью Попова, владельца этой замечательной коллекции, а также всех тех, кто приложил руку и свой талант к организации этого праздника. Выставка закрывается, но не прощается с вами. Пока.